Приветствую всех зрителей канала Алекс Моторный. Я продолжаю путешествие по Харьковской области и пригороду. Сегодня побываем в поселке городского типа Старый Мерчик. Старый Мерчик находится в 38 километрах западнее Харькова и в 26 километрах от Валок на обоих берегах реки Мокрый Мерчик, вытянут вдоль реки почти на 9 километров. Признаюсь честно, что целью моей поездки был не сам поселок, а один из старейших памятников усадебной архитектуры – дворцово-парковый комплекс Шедловских, находящийся именно в Старом Мерчике. Усадьба Шедловских, или как ее еще называют усадьба Старый Мерчик, считается одной из старейших усадеб Восточной Украины. Некогда большой дворцово-парковый комплекс принадлежал известному роду Шедловских, одному из самых крупных землевладельцев Харьковщины. В наши дни усадьба потеряла свое богатство и величие и представляет собой довольно печальное зрелище. Но в Старый Мерчик все равно приезжают туристы, желающие своими глазами увидеть то, что осталось от усадьбы. Первое упоминание о семье Шедловских, касающееся Слободской Украины, относится к 1677 году и связано с именем будущего харьковского полковника Федора Владимировича Шедловского. В 1691 году во владение Шедловского переходит село Всесвятское, ныне Старый Мерчик. Через некоторое время он дарит его своему племяннику Лаврентию Ивановичу Шедловскому. После смерти Лаврентия Ивановича имение переходит к его сыну Роману, а уже от него одному из его 4 сыновей, действительному статскому советнику Григорию Романовичу Шедловскому. Обеспечив себя постоянными высокими доходами, привыкший жить на широкую ногу Григорий на месте добротного, но относительно скромного отцовского дома решает возвести роскошный дворец в стиле Людовика XVI. При этом были потрачены грандиозные по тем временам средства – 120 тысяч рублей серебром. Кому из архитекторов он заказал проект, до сих пор неизвестно. Лет 200 назад харьковчане были уверены, что над ним работал сам Бартоломео Растрелли. По мнению большинства исследователей, автор проекта Ярославский или же его учитель Баженов. В усадьбу вели большие каменные ворота. За ними огромный каменный дом в 2 этажа, овальный в плане, одним фасадом обращенный во двор с великолепными клумбами и каменными флигелями, а другим к партеру с лестницей, ведущей на берег пруда. Фасады отличались особой изощренностью, ни один из них не повторял другой. Интерьеры дворца тоже были необычными. Владелец, кажется, не любил острых углов, и кабинет хозяина, и гостиная, и еще несколько комнат имели форму полукруга или овала. Наиболее поражал великолепный двухцветный бальный зал. Он также был овальной формы и занимал сразу 2 этажа, высота потолка была более 7 метров. Во флигеле напротив дома размещалась прислуга и кухня, в 2 боковых были комнаты для гостей и библиотека. Кроме того, в поместье располагались хозяйственные постройки и церковь. Застройка всего комплекса датируется 1776-1978 годами. Ядро усадьбы и парк хорошо сохранились. Комплекс относится к числу наиболее ранних памятников дворцово-усадебного зодчества в Украине переходного периода от барокко к классицизму. Усадьба в Старом Мерчике была объявлена государственным заповедником еще в 1893 году указом Александра III. Особой достопримечательностью усадьбы Шедловских считался парк. Он старше дома как минимум на полвека и был заложен, как считают многие исследователи, в 1724 году. После завершения сооружения дворца он создавался заново на территории 50 гектар. В парке были пруды с островами, которые соединялись железными мостиками с ажурными перилами. Здесь были беседки с колоннами, арки, декоративные руины, ротонда-колодец, покрытая куполом, и грот.
Первые признаки упадка здесь стали наблюдаться после того, как Шедловские продали усадьбу. Совсем недолго ею владел герой войны 1812 года граф Орлов-Денисов. Во второй половине XIX века хозяином усадьбы становится инженер-путеец Евгений Духовский. Он поставил имение на деловую ногу. Здесь были конный и спиртовой заводы, молотилки, локомобили и даже трактор. Дворец и парк почти не были затронуты переделками. В 1919 году Духовский уезжает в Дрезден. После революции усадьбу у хозяев отобрали, поселив здесь земледельческую школу. Здание было подвергнуто серьезной перепланировке. Его приспособили для нужд учебного заведения. Так, например, большой бальный зал был разделен на две комнаты и коридор. Двухэтажный служебный корпус стал общежитием для студентов. В годы войны дворец каким-то чудом не пострадал, и по ее окончанию здесь поселился ветеринарный техникум. Агония началась в 1997 году, когда техникум переехал отсюда. Весь урон уникальной усадьбе в Старомерчике нанесли человеческие корыстолюбие и равнодушие, когда на заре коммунизма ее строения были основательно разграблены новыми хозяевами от народа. После погромов, в которых растворилась незнамо где и уникальная турецкая коллекция, и мебель, и предметы интерьера, и посуда, и художественные полотна. А то, что осталось, методично уничтожалось на протяжении поколений существования учебного заведения, когда одно за одним исчезали архитектурные элементы декора. И теперь, в наши дни, усадьба выглядит именно так.
Единственным зданием, которое остается действующим на территории усадьбы, храм Всех Святых. В 1680 году на этом месте была построена деревянная церковь, а спустя 100 лет, в 1778, ее заменили каменной. В советские годы церковь была обречена, как и многие другие. Храм был закрыт для прихожан, и в нем сначала разместился склад, а затем спортзал для учащихся ветеринарного техникума. В 1994 году церковь Всех Святых вернули верующим, и в ней возобновились службы. К сожалению, в последние годы здесь проводился лишь ремонт, но никак не реставрация, так как первоначальный облик храма был утрачен. Побродив по территории усадьбы, на мгновение начинаешь задумываться о той жизни, которая царила здесь несколько веков назад. Можно представить себе людей, ходивших по этим тропам, живших в этой усадьбе, которая сейчас является безмолвной свидетельницей тех событий и хранительницей вечных тайн того времени. В Харьковской области очень много интересных мест, среди них несколько усадеб, которые обязательно нужно увидеть, пока они окончательно не исчезли. Если вы живете в Харькове, то визит в Старый Мерчик станет отличным вариантом поездки выходного дня. Информацию о поселке Старый Мерчик вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании к этому видео. А также там будут координаты местонахождения усадьбы Шидловских. Я благодарю всех зрителей канала за видеопутешествие вместе со мной в поселок Старый Мерчик. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки и пишите свои комментарии, конечно же. Как всегда, до новых встреч, с вами был Алекс Моторный.